Мастер боевых искусств Сё Касуги родился 17 июня 1948 года в Японии. Он был самым молодым ребенком и единственным сыном рыбака. Сё начал изучать боевые искусства в возрасте 5 лет. Для того, чтобы стать более сильным, он начал изучать карате у мастера Каниши в дадзё неподалеку от его дома. Когда Сё было 6 лет, он поступил в школу в Токио, где пробыл около 6 месяцев. Но учитель прогнал его, сказав, что у него не хватит терпения и он никогда не будет актером. В возрасте 7 лет он встретил загадочного соседа мистера Ямамото. Это был 70-летний старик, который жил один, и другие соседи считали его странным. Наперекор желанию семьи Сё начал посещать старого отшельника после школы, и они долго говорили об искусстве ниндзя-ниндзюцу. Последующие 5 лет старик обучал молодого Касуги технике и оружию ниндзюцу в неформальной манере. Ниндзюцу в переводе с японского «искусство скрытности» – это боевое искусство, использовавшееся для подготовки шпионов и наемных убийц-ниндзя. О таинственных войнах-невидимках ниндзя снимают фильмы, пишут книги и рассказывают самые невероятные истории. Искусство ниндзюцу стало активно развиваться в средние века. Именно тогда впервые заговорили о загадочных японских воителях. Основными функциями ниндзя являлись проникновение к врагу и шпионаж, а также убийство и возвращение живым. Искусство ниндзюцу держалось в большой тайне и передавалось только внутри одного клана. Таким образом, сторонний человек практически не имел возможности постичь ниндзюцу. Всего кланов ниндзя в Японии существовало около 100. Все они имели жесткую иерархическую структуру. Многие члены клана втайне от непосвященных практиковали ниндзюцу, живя при этом обычной жизнью крестьян или торговцев, но готовые в любой момент исполнить приказ и применить свое смертоносное мастерство. Хотя изначально школы ниндзя формировались из самураев, со временем ниндзя и самураи стали символизировать противоположные направления японского боевого искусства. Самураи – это профессиональные воины, и они были людьми чести, безукоризненно придерживающимися морального кодекса бусидо и готовыми пожертвовать жизнью за своего господина либо совершить ритуальное самоубийство сиппуку, чтобы смыть позор. Для ниндзя не существовало моральных принципов, кроме верности своему клану и обязанности выполнить порученную работу, и для достижения целей годились любые средства. При этом самоотверженностью ниндзя ничем не уступали самураям. Известно множество легенд, иллюстрирующих уникальные качества ниндзя. По одной из них, шпион, скрываясь от погони, угодил в медвежий капкан, и чтобы убежать, отрезал себе ногу, но, почувствовав, что силы его на исходе, обезобразил свое лицо, чтобы не быть узнанным, и совершил самоубийство. Способности ниндзя поражают воображение. Наряду с искусством рукопашного боя и владения всеми видами оружия, они обладали даром гипноза и могли искусно маскироваться, а также незаметно проникать в крепости и часами оставаться в неподвижном положении и переносить голод и холод. Кроме того, ниндзя великолепно владели актерским мастерством и умели великолепно подражать голосам и звукам. Но в один прекрасный день, когда Касуги было 12 лет, он пришел, чтобы найти дядю Ямамото, но тот исчез, и Сё больше никогда его не видел. В последующие годы, продолжая изучать карате, Касуги начал изучать кендо и дзюдо, а также другие боевые искусства. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал японским чемпионом по карате. В 1968 году в возрасте 19 лет Сё принял решение переехать в Соединенные Штаты, чтобы поступить в колледж Калифорнии. Следующей целью Касуги было открыть школу боевых искусств, которая помогла бы азиатам в Голливуде. Первоначально предполагалось, что она должна называться Международная академия фильмов Голливуда, но в конечном счете изменилась на Институт Сё Касуги. Впервые Касуги снялся в кино в 1981 году в американском боевике «Входит ниндзя», сыграв одну из ролей первого плана. Через 2 года он уже выступил исполнителем главной роли в фильме «Месть ниндзя». Его герой по прозвищу Черный ниндзя пытается наладить размеренную жизнь, но ему приходится снова взяться за дело. Этот фильм был выставлен на соискание премии Каннского фестиваля в номинации «Лучший иностранный фильм». Таким образом, за актером закрепилась роль ниндзя, и из года в год выходили новые фильмы, в которых Касуги играл мастера боевых искусств. В 1988 году он вместе с Жан-Клодом Ван Даммом снялся в боевике «Черный орел». Через какое-то время актеру надоело просто играть, и он вместе с Нельсоном Гиддингом написал сценарий фильма «Сегун Маэда». Эта драма повествует о приключениях отважных самураев во времена гражданской войны в Японии. Касуги стал исполнителем главной роли и продюсером. После этого он стал реже появляться в полнометражных фильмах. В
В 1996 году на телевидении начали выходить передачи с Косуги, в которых он рассказывал о различных боевых искусствах и своем ниндзюцу. В настоящее время Косуги занимается преподавательской деятельностью. Позже он открыл институты еще в нескольких странах. Его студенты изучают аспекты производства фильма, от актерского мастерства и боевых искусств, а также хореографии боевых сцен до тонкостей монтажа. Также у Косуги есть два сына Кейн и Шейн. Они также занимаются боевыми искусствами и снимались в нескольких фильмах вместе с отцом. Несмотря на то, что время Косуги в киноиндустрии уже прошло, его имя будет всегда ассоциироваться со словом ниндзя.